severim söyleyemem, sorma güzel ne olur. Ne yaşamış olursak olalım buraya gelmek benim vicdanım anne. Hoş geldin ikizim. Mutluluklar dilerim. Hoş geldin Nuh. Hoş bulduk canım. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пройдет ли Нух лечение, чтобы вернуть Севилай? Будут ли Севилай и Нух снова вместе? Что произойдет на свадьбе Джихана и Мелек? Как все отреагируют, когда Ной придет на свадьбу и покажет, что он может измениться? Пожали ли Ной и Джихан руки и заключили ли они мир? Все ли будет хорошо благодаря позитивному настрою Ноя? Случится ли что-нибудь с Эсмой и ее ребенком? Пожалеет ли Эсат о том, что он сделал с Эсмой? Ной вышел на свободу, потому что Хикмет отозвал свою жалобу или потому что его признали невиновным? Сможет ли Хикмет выбраться изнутри? Как будут развиваться отношения между Тахсин Беем и Сумру? Где будут жить Мелек и Джихан после свадьбы? Нух испытает глубокую внутреннюю расплату, чтобы вернуть Севилай. Решения и ошибки, которые Нух совершил в своей жизни, заставили Севилай отдалиться от него. Однако, когда Нух осознает любовь, которую Севилай все еще испытывает к нему, и жертвы, на которые она пошла, для него наступит переломный момент. Если Севилай отзовет свою жалобу, это еще больше мотивирует Нуха. Нух извлечет урок из своих прошлых ошибок и поймет, что единственный способ вернуть Севилай – это исправиться самому, и он решит начать лечение. Этот процесс лечения будет не только духовным, но и эмоциональным очищением. Нух приложит все усилия, чтобы исцелить Севилай и вернуть ее доверие. Этот процесс заставит Наа пережить внутреннюю трансформацию, и он вернется в Севилай более цельным и зрелым. Отношения Севилай и Нуха переживали очень трудные времена. Севилай отдалилась от Нуха из-за его агрессивного и неконтролируемого поведения, но в глубине души она все еще сохраняла к нему чувства. Начало лечения Нуха станет лучиком надежды для Севилай. Увидев, как Нух пытается измениться, Севилай вновь оживит свои чувства к нему. Со временем зрелое и спокойное поведение Нуха после лечения смягчит сердце Севилай. Севилай решит простить прошлые ошибки Нуха и дать ему еще один шанс. В ходе этого процесса Севилай сама испытает эмоциональный рост и переосмыслит свои отношения с Нухом. Решительность Нуха и его любовь к Севилай в конечном итоге снова сведут их вместе. Совместная работа поможет Нуху обрести внутренний покой, а Севилай вернуться к безопасным и любящим отношениям, которые она ищет. Свадьба Джихана и Мелек станет моментом, которого все ждут с большим волнением. Однако эта свадьба станет не только счастливым событием, но и процессом, в котором будет много эмоций и конфликтов. Несмотря на то, что Мелек глубоко любит Джихана, трудности, которые она пережила в прошлом, и некоторые внезапные решения Джихана нанесли ей глубокие душевные раны. С приближением дня свадьбы старые раны внутри Мелек снова начнут кровоточить. Любовь Джихана к Мелек безгранична, но он знает, что ему придется проявить терпение и понимание, чтобы завоевать ее сердце. Во время свадьбы Джихан искренне выражает свою любовь к Мелек и вновь завоевывает ее сердце. Однако в этом процессе тени прошлого будут преследовать Мелек, пусть даже на мгновение, и это вызовет эмоциональные моменты. Приезд Ноя на свадьбу станет для всех большим сюрпризом. Из-за агрессивного поведения и проблем Ноя в прошлом люди беспокоились о нем. Однако Ной покажет, что после лечения он полностью изменился и стал более рациональным человеком. Зрелое и спокойное отношение, которое он продемонстрирует во время свадьбы, произведет впечатление на всех. Особенно Мелек и Джихан будут удивлены новым состоянием Ноя. Ной, который раньше создавал проблемы и реагировал агрессивно, уйдет, и его заменит кто-то более спокойный и контролирующий ситуацию. Эту перемену особенно приветствуют члены его семьи, а внутренняя трансформация Ноя вернет ему уверенность в глазах всех. Да, Ной и Джихан пожмут друг другу руки и помирятся.
Многочисленные конфликты и разногласия между двумя братьями в прошлом со временем переросли в огромную пропасть. Однако зрелое отношение Нуха после процесса лечения позволит Джихан снова доверять ему. Джихан убедится, что Ной действительно изменился и что теперь у них могут быть более здоровые отношения. Два брата пожмут друг другу руки, чтобы оставить прошлые конфликты позади и начать новую страницу. Это примирение не только улучшит отношения между Ноем и Джиханом, но и поможет решить многие проблемы в семье. Позитивный настрой, проявленный Ноем после лечения, будет способствовать разрешению многих проблем в семье. Однако это не значит, что все сразу станет полностью хорошо. Изменения в Ное начнут улучшать его отношения с семьей и окружающими людьми, но этот процесс займет время. Особенно прошлые травмы и проблемы невозможно решить немедленно. Ною придется набраться терпения и сохранить позитивный настрой. Со временем новое состояние Ноя окажет положительное влияние на жизнь каждого, и волнения в семье начнут уменьшаться. Однако некоторые инциденты по-прежнему будут оставаться серьезными проблемами, требующими решения. В результате несчастного случая Эсма упадет с лестницы и столкнется с опасностью потери ребенка. Этот момент станет большим потрясением для всех. Когда Эсму отвезут в больницу, врачи скажут, что у ребенка есть опасность выкидыша. Этот процесс будет очень трудным и стрессовым для Эсмы. Однако благодаря быстрому вмешательству врачей и сильной воле Эсмы ребенка удастся спасти. Это событие оставит глубокий след в жизни Эсмы и станет причиной сильной эмоциональной травмы как для нее самой, так и для окружающих ее людей. Что касается Эсата, то в ходе этого процесса ему придется столкнуться со своей совестью. Эсат будет чувствовать глубокое раскаяние за свое плохое поведение по отношению к Эсме. Эсма рискует упасть с лестницы и потерять ребенка. Эта ситуация вызовет огромный конфликт во внутреннем мире Эсата. Несмотря на то, что Эсат причинил боль Эсме, он начнет сожалеть о содеянном, как только ребенок окажется в опасности. Однако только время покажет, действительно ли это сожаление заставит Асада измениться или же это будет лишь временным угрызением совести. Нух будет освобожден после того, как Хикмет отзовет свою жалобу. Под давлением Севилай Хикмет отзовет свою жалобу на Нуха, в результате чего Нух будет освобожден из тюрьмы. Однако фактом является то, что Ной был глубоко потрясен этим событием, и оно оставило глубокий след в его жизни. После этого инцидента Ной предпримет более осторожные шаги, чтобы вернуть доверие окружающих его людей, а также исправить свои собственные ошибки. Состояние Хикмета остается неясным. Однако усилия Севилай и других членов семьи увеличат шансы на освобождение Хикмета. Этот сложный процесс, который переживает Хикмет, приведет к большим переменам в его жизни. Отношения между Тахсин Беем и Сумру Ханем со временем будут углубляться. Они оба будут открыто выражать свои чувства друг к другу, несмотря на трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Тахсин Бей сделает романтическое предложение руки и сердца Сумру Ханем, пока Нух немного успокаивается. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.